Эй, здорово, ковбои, ганфайтеры и прочие обыватели Фронтира. Я рад приветствовать вас в новой модной рубрике, где я буду собирать для вас интересные луки, которыми вы сможете похвастаться перед друзьями и рандомными челиками в сессии, а также всяких событиях, противоборствах и так далее. Если эта рубрика вам зайдет, данная тема будет вам интересна, то будут выходить видео дальнейшие с другими разными стилями, и даже, возможно, я начну снимать подборки для мужских персонажей. И да, вы правильно поняли, обладатели мужских персонажей, сейчас вы прямо смело можете сказать: Ну да, пошел я нахер. опять-таки, все в ваших руках. Пишите комментарии, делитесь видео с друзьями и знакомыми, а также ставьте лайки. Ну а теперь вернусь к сути ролика. В ролике будет представлено 6 костюмов в мексиканском стиле. Если захотите больше, пишите в комментарии, допустим, Мексика, я пойму и выпущу вторую часть, потому что идеи у меня еще остались. Ну а теперь приступим. И первый костюм вот такой вот черный, типа вдовий костюмчик. В общем, называйте как хотите, я название костюма не давал, они у меня просто пронумерованы. Это первый костюм. Вам понадобится шляпа Барель, но если вдруг ее нету в магазине, одевайте любую другую черную шляпу. Далее вам понадобится любая бандана белого цвета. Я предпочел бандану с узором, как вы видите. Затем вам понадобится рубашка, но не совсем рубашка, это блузка, а точнее блуза с оборчатыми рукавами. Вот такая вот интересная, я не знаю, используете ли вы ее для каких-то других своих костюмов, но думаю, здесь она в самый раз. Далее вам понадобится юбка из нелинеющей ткани, ну и если вам не нравится, то можете взять юбку Уэскот черного цвета, тоже вполне смотрится прикольно. Далее вы одеваете любые там черные сапоги на ваш вкус и цвет. Я решил особо не заморачиваться и одел просто тупо туфли-пуританки с чулками черного цвета. Как бы, почему бы и нет. Ну а теперь костюм номер 2. Он немного такой банальный по сравнению с предыдущим. Возможно, такие можно встретить на фронтире и довольно-таки много. В общем, вам понадобится сомбреро со шнурком черно-красное. Далее вам понадобится любая красная бандана на лицо. Можете бандану с отделкой, тоже неплохо будет смотреться. Я, в общем, одел вот такую, кому интересно. Затем вы переходите в жилеты и выбираете жилет с узором красный. Затем переходим в раздел рубашечки и выбираем там блузу из стиль красного цвета. Но можете одеть любую другую красную рубашку, в принципе, почему бы и нет. Затем вам нужно обязательно патронтаж двойной. Я делал двойной патронтаж эспиналь. Как бы что-то такое мексиканское, звучит вполне неплохо. Затем вам нужны штаны грейшот, такие типа как спортивки. Тоже смотрится очень классно, довольно-таки. Но можете одеть другие, любые красные штаны, почему бы опять-таки нет. Ну и спортивные красные сапоги. Затем мы переходим вот к костюму номер 3. Собственно, как раз таки он и красовался на превьюшке. И, наверное, он вас и цепанул. В общем, шляпа сомбреро со шнурком серого цвета. Если у вас есть какая-то белая мексиканская шляпа, можете, в принципе, одеть. Затем белая бандана с узором, в принципе, которую вы уже одевали к черному костюму. Затем рубашки. Вам нужна блуза с рюшами. Довольно-таки смотрится классно, так прикольно, вот такого кремового оттенка. Затем очень желательно иметь штаны кончи белого цвета. Но если нет, можете одеть белые штаны Кабрера, но смотрится уже, согласитесь, не прям вот так вот классно, как со штанами кончи. Собственно, если вы вдруг еще не догадались, у вас возник вопрос, а какой же оружейный пояс одевать, одевайте любой, который подходит по цветовой гамме к вашему костюму. В разделе обувь ищем сапоги, которые такие бело-серые. Если они вдруг вам недоступны по какой-то причине, выбирайте какую-нибудь обувь довольно-таки светлого оттенка. Далее собираем следующий костюм. Нам необходима шляпа Деското. Чувствуете, да, такую мощность Деското. Извините, если я что-то произношу неправильно. Затем вам нужна любая красная бандана. Я опять-таки выбрал бандану с узором, почему бы нет. Затем заходим в рубашки. Тут все так же, абсолютно ничего не поменялось. Опять это блуза с рюшами.
Затем, как и на костюме номер 2, нам понадобится двойной патронтаж красного цвета. Я опять-таки выберу двойной патронтаж Эспиналь. Ну а дальше мы переходим в штаны, и тут ничего не поменялось от предыдущего костюма. Выбираем штаны Кончи или любые другие белые штанишки, которые вам больше понравятся. Ну а дальше идет ключевой аспект нашего костюма. Это чапсы Альварадо. Очень классные чапсы, советую также применять и другим штанишкам тоже. Довольно-таки можно прикольные костюмчики собрать. Ну и затем вы выбираете любую красную обувь на ваше усмотрение. Я делал сапоги Остин, не стал сильно запариваться, но в принципе можно подумать. Вот, к примеру, сапоги Blackburn смотрятся довольно-таки круто, и, пожалуй, с ними вот даже лучше, чем с сапогами Остин. Ну а вот этот костюм вы вряд ли сможете собрать в текущий момент, но сможете сделать его потом, или вам придется все-таки заменить корсет. В общем, для начала одеваем сомбреро со шнурком черно-красную, затем переходим в раздел банданы, одеваем бандану с узором фиолетовую, вот, к примеру, или любую другую фиолетовую бандану, но лучше бандану с узором, она смотрится классно. Затем ищем очень классную рубашку, точнее именно блузу с широким воротником, черно-фиолетовый, мне в принципе нравятся и другие расцветки, и я буду применять их на других костюмах. Затем переходим в корсеты, тут для некоторых жизнь боль. Ну, в общем, можете одеть красный, можете одеть там фиолетовый, но я посоветую черно-красный, чтобы подходило к шапке, так скажем, к нашему сомбреро. Затем переходим к юбочке и одеваем мексиканскую юбку Камаса фиолетового цвета, ну или красного цвета. Но, собственно, можете одеть и подвязанную юбку. Затем заходим в раздел обуви и ищем туфли-пуританки с чулками и одеваем под цвет юбки, в данном случае фиолетовые. Ну и напоследок остался супер классный костюм для настоящих олдов. Собственно, в качестве головного убора там идет сомбреро насадилье. Это шляпа с первого бандитского абонемента. Но в принципе можете, конечно, надеть сомбреро со шнурком. Не расстраивайтесь, ньюфаги, как бы не повезло, не повезло. Затем переходим в банданы, бандана с отделкой, и одеваем вот такую вот замечательную масочку, можно так сказать. Не совсем бандана, ну бандана с отделкой все-таки, да. Затем ищем пальто Claireborn такой расцветки, но я не уверен, что оно в принципе есть. Возможно, эту расцветку давали как награду-сюрприз после первого бандитского абонемента. Затем вам нужен жилет Rex Road, но он вроде как тоже с первого бандитского абонемента, если нет, извините за дезинформацию. Но в любом случае, если все-таки вы его не найдете по тем или иным причинам, советую вам какой-нибудь жилет Ричфилд и любой другой классный черненький такой жилетик или черно-желтый. В общем, поищите, если вам вдруг интересно. Затем любая черная рубашка в принципе подойдет, но я выбрал рубашку насадилье, и, как вы смогли догадаться, она тоже с первого бандитского абонемента. Ну а дальше переходим в раздел перчатки и выбираем перчатки с костюма охотника за головами, перчатки Тарагут. То есть в разделе перчатки вы их не купите, вам понадобится костюм охотника за головами Тарагут. Он, если что, из расширения роли, то есть просто роли охотника за головами вам будет мало. Затем покупаем штаны Педроса за 6 голды. Ну и переходим в раздел обуви и выбираем там сапоги Котора. Вот такие вот сине-желтые, потому что, мне кажется, они более всего подходят к штанам Педроса. Ну и одеваем шпоры, чтобы были. А носите ли вы вообще шпоры в Red Dead Online? В общем, напишите в комментарии, будет интересно прочитать. Ну а также, пожалуйста, поделитесь данным видео с друзьями, ставьте лайк, подпишитесь на канал, на паблик. Всем до скорых встреч, ребятушки. Всем пока-пока.